Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я поделюсь нашим личным опытом посева и ухода за клеверным газоном. Я расскажу вам, как мы сеяли наш газон из белого микроклевера, как мы ухаживаем за ним, почему мы решили покосить газон, не дождавшись цветения. Также вы увидите, как выглядит газон из белого клевера через 1 месяц после посадки и сразу после стрижки. В конце видео я перечислю плюсы и минусы посадки клеверного газона на участке. Кроме этого, будет много красивых фото и видео газона из клевера. Будет интересно, поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые и полезные видео. Итак, как же вырастить газон из клевера? В особом уходе газон из клевера не нуждается, поэтому такой газон часто называют газоном для ленивых. Растение спокойно переносит засуху, может неделями обходиться без полива, но в то же время газон из белого клевера выглядит намного свежее и опрятнее, если увлажнять его дождеванием раз в 2-3 дня в вечернее время. В то же время излишний полив может спровоцировать различные болезни и привлечь на участок вредных насекомых. Белый клевер среднеустойчив к вытаптыванию, но к сильным нагрузкам такой газон не приспособлен. Наш газон мы посеяли 18 мая, сейчас 23 июня, то есть клеверу месяц и 1 неделя. Всходы появились уже буквально на 3-й день после посадки. Так он выглядел 27 мая, так 7 июня, 12 июня. Он просто растет на глазах. Перед посадкой участок был сильно заражен сорняками, поэтому наши силы были брошены на их удаление. К химическим средствам мы решили не прибегать, удаляли механически. После очистки от сорняков почву перекопали культиватором, слегка утрамбовали, посеяли семена и немного загребли их. Кстати, многие советуют смешивать семена с песком, но мы так не делали. После посева сразу полили газон с помощью насадки для дождевания. И далее увлажняли клевер каждый день до всходов. Потом полив следует проводить по необходимости. Мы живем на юге, и в сухую погоду мы поливаем газон каждый день. Семена у нас были 2 разных производителей, но одного сорта – Юра. Мы их смешали между собой. После первого цветения растение рекомендуется регулярно стричь, иначе оно может сильно распространиться. Скажу сразу, первого цветения мы не дождались и решили покосить клевер сейчас, потому что от постоянных дождей и повышенной влажности отдельные кустики слишком вытянулись вверх и начали падать. Скоро у нас установится сухая погода, и клевер не будет расти так быстро, может и цветение увидим. Наш газон мы косили обычной косилкой, после подровняли триммером около дорожек. Кстати, после покоса у нас образовался целый мешок свежескошенного клевера, который можно использовать для мульчирования растений или сделать из него зеленое удобрение. Также я посадила маленький газончик под виноградом. Его мы решили не косить до цветения. Он расположен в тени и растет не так быстро, как большой газон на солнце. Будем за ним наблюдать. Итак, давайте подведем итоги и обозначим плюсы и минусы газона из белого клевера. Неоспоримыми плюсами, на мой взгляд, являются: газон сохраняет декоративный вид до морозов. Второе. Он устойчив к засухам, может расти в тени. Такой газон не потребует от вас частой стрижки. Семена клевера не такие дорогие по сравнению со злаковыми газонами. Газон из клевера не нужно будет удобрять, так как он сам является сидератом и насыщает почву азотом. Клеверный газон стойкий к вытаптыванию. Но есть у такого газона и минусы. Например, клевер – это растение-агрессор, и без контроля он может подавлять другие культурные растения. От избыточной влажности он может ставать скользким. После цветения приобретает неопрятный вид. Нужно будет собирать сухие цветы и листья. Есть еще один пункт, который можно отнести и к плюсам, и к минусам.
Клевер является медоносом и привлекает пчел. Но если не допускать цветения, об этом можно не беспокоиться. Вот такой наш опыт в посадке и уходе за клеверным газоном. Пишите о своем опыте в комментариях или задавайте там вопросы. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. До встречи в новых видео. Пока-пока!